Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Это совершенно спонтанное видео, сделанное очень быстро, так сказать, на коленке. Для того, чтобы оно увидело свет, должны были сойтись все звезды. Сейчас на ваших экранах цветущая парфюмерная фабрика Евгении из Израиля. Именно этой ночью я получила видео от нее. Полное видео с цветением орхидеи Евгении вы увидите чуть позже. О цветении Жениных орхидей у меня спросили буквально накануне в комментариях, и Евгения прислала мне цветение. А еще ночью, когда я спала, мне прислали ссылку на видео с пометкой «Обязательно посмотри это видео и почитай комментарии». Видео я посмотрела, комментарии и почитала, и написала, и, конечно же, вспомнила, что у меня от зрительницы моего же канала лежит видео, которое я до сих пор не опубликовала. Почувствовав определенные угрызения совести, я отправилась по делам. Когда я пришла домой, меня ждал комментарий. И когда я прочитала этот комментарий, я поняла, что звезды сложились, и без этого видео, прям вообще нельзя обойтись. В дальнейшей части видео вы поймете почему. Итак, комментарий. Я недавно купила уценку-отцветашку парфюмерную фабрику. Пока она пришла по почте, началась стволовая гниль. Листья желтели от шеи. Я смотрю все ваши видеоуроки, применяю ваши советы. Корни моей орхи хорошие. А верх – цветонос из центра и 2 листа под ним. И думаю, а надо ли? Получится ли? Сколько корней могут жить без листвы? На год постоянного ухода меня, наверное, не хватит. Итак, друзья, капризные парфюмерные фабрики такого сорта в моей коллекции нет, поэтому в этом видео будут участвовать материалы зрителей. В начале видео вы видели цветение парфюмерной фабрики в Израиле, а сейчас вы увидите видео из Краснодара и тоже о парфюмерных фабриках. Видео от зрительницы нашего канала Марины Матвеевой. Привет, Наташа! Я вот решила записать тебе это видео после твоего последнего видео на канале про 5 капель. А хочу я тебе рассказать про парфюмерные фабрики. У тебя, я так понимаю, их нет, и ты на их примере не можешь показать. А у меня они есть, и твое видео напомнило мне про вот эти капли толстянки, что они действительно в центр, когда вот сюда в розеточку, прям в розеточку их капаешь, вот сюда, они имеют очень хороший эффект. Про парфюмерные фабрики много чего говорят, что они очень сложные в ухаживании, они такие капризные. Да, действительно, вот у меня их 2, и обе после того, как они магазинное цветение свое все отцвели, они все цветоносы свои не просто оставили в покое, а они их вот отсушили, цветоносы. Они вот отсушенные все, всех их пришлось обрезать. Нижние листья, все нижние листья, наверное, штук 6. Вот тут вот у нее был очень большой ствол, и она штук 6, наверное, листьев сбросила. И вот эта мелкая тоже этим же стала заниматься. После того, как она отцвела, она, наверное, 3 или 4 листа сбросила. Так вот, я помню, что однажды я просто от отчаяния уже взяла и накапала вот прямо туда им, в центр, несколько капель этого толстянки, сока, листик выжила, туда и туда выдавила. И после этого прекратилось желтение листьев. Ствол восстановился. А так она как будто вот так пополам была разделена. Вот эта часть здоровая, тут прут корни, отлично растут, вот их даже видно, вот они какие шикарные могучие корни. А та часть другая, вот так пополам, а та часть, она как мертвая.
Там все сохнет, с той стороны все желтеет, отваливается. Сейчас все прекратилось абсолютно. Вот благодаря твоему видео я это вспомнила, что вот так можно помочь парфюмерным фабрикам адаптироваться. Действительно, это очень хорошо помогает. А еще у меня надежда теперь на толстянку, на этот сок, что вот эта моя девочка, очень красивая орхидея, от нее осталось вот только 2 листочка маленьких. Я ей капаю тоже толстянку. Ну какая она красивая, как она цветет замечательно. Но может быть она все-таки оживет. Категорически отказывается жить, категорически не растит корни, наоборот, чуть отпустит росточек и сразу же его засушивает, отпустит и засушивает. Ствол никак у нее не хочет развиваться, такая вот у нее некрасивая корневая, вообще корневой нету. Это я здесь уже прикладывала толстянку, что может быть все-таки повезет, подсохнет вся инфекция, если какая там есть. А было большое красивое цветущее растение. Фотографию я прикреплю. На этом пока-пока. Хороших вам солнечных дней, наступающей весны. Всем мира, добра, благополучия. Вот такая импровизация у нас сегодня получилась, и я очень надеюсь, что это видео будет полезно многим. И еще одно маленькое объявление для тех, кто пишет письма на адрес электронной почты. Друзья, в связи с санкциями некоторые сервисы Google для россиян заблокированы. У меня была платная подписка на сервис Google One, и там хранилось очень много видео и фотоматериалов. В связи с тем, что платную подписку сейчас невозможно оплатить россиянам, ящик на Google у меня переполнен, поэтому письма, скорее всего, доходить не будут. Если вдруг, начиная с 23 марта, вы отправляли мне письма на Google ящик, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, чтобы я знала. А вы знаете, что эти письма до меня, скорее всего, не дошли. И я по-прежнему не могу определить, что случилось с вашей орхидеей по описанию в комментариях. Для этого мне как минимум нужны хорошие и качественные фотографии в формате 9×16. Их можно прислать в Яндекс.Дзен. Ссылку на канал я оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Ну а теперь уже по традиции поставьте пальчик вверх под видео. Не мне, девочкам. И возвращайтесь на канал. Ведь впереди у нас много интересного.